Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. По первым кадрам многие наверняка поняли, что сегодняшнее наше путешествие будет опять в Иудейской пустыне. И мы едем по 90-му шоссе в южном направлении, среди величественных и суровых гор. Слева от меня знаменитое Мертвое море. Оно самое соленое в мире. Уровень соли на литр воды составляет более 300 грамм. На самом деле это песочное озеро, но очень соленое. И наполняется оно священными водами реки Иордан и более мелких речек, спускающимся с гор сюда. В 1900 году британский фонд исследования Палестины измерил уровень воды, и он составил минус 392 метра ниже уровня Мирового океана. Но за годы впоследствии ученые обнаружили, что есть здесь серьезная проблема экологическая. Море теряет свои воды и падает его уровень с каждым годом. Так вот, на январь 2021 года уровень воды Мертвого моря составил минус 435 метров ниже уровня Мирового океана. Справа горы Иудейской пустыни. И уже не первый раз мы здесь путешествуем. Пустыня манит нас к себе постоянно, своими сюрреалистичными пейзажами, какой-то неразгаданной тайной и, конечно же, своей историей. Сегодня опять мы едем в крепость Массада. Вот она, изолированная скала справа, ставшая площадкой для строительства неприступной крепости. Этот макет фойе туристического центра наглядно демонстрирует географические условия, которые обеспечивали крепости именно в этом месте стратегические преимущества. В 8 часов утра мы были здесь совсем одни. Других посетителей в такое раннее время еще не было. И первый вагончик канатной дороги, построенный на пожертвования в 1971 году, гостеприимно принял только нас и 2 работников национального парка Массада. Мы поднимаемся по канатной дороге на крепость Массада. И мы здесь совершенно одни, потому что никого в воскресенье утром нет в этой крепости сегодня. Ситуация немножко странная, но тем не менее, посмотрите, как комфортно можно подняться. Необыкновенно. Есть еще змеиная тропа. Вот здесь мы видим ее. Видите, серпантином идет немножечко. Ну, конечно, по змеиной тропе можно подняться, когда нет страшной жары. Центральный вход в крепость со стороны канатной дороги проходит через ворота Змеиной тропы. Вы видите их сейчас. А сегодня даже были желающие подняться пешком по Змеиной тропе, не пользуясь услугами комфортной, но дорогой канатной дороги. Змеиной тропой называет подъем на скалу со стороны Мертвого моря древний историк Иосиф Флавий. Так называют ее и сейчас.
А этот вагончик привез уже новых посетителей крепости. Всем привет! Всем огромный привет! С вами Павел и Лариса. Мы решили сменить обстановку и переместиться в пустыню. А самое лучшее время для съемок в пустыне – это, конечно же, зима и начало весны. И вот мы здесь. Мы были здесь летом. Ага. И совершали героические подвиги, снимая материал о крепости Масада и потихоньку плавились на палящем солнце. Температура была плюс 43 градуса по Цельсию. И нам показалось, что этого солнечного материала совершенно недостаточно. Поэтому мы снова здесь и приглашаем всех в новое увлекательное путешествие в историю. Вперед! Вперед! Посмотрите, какая высота. А поточней, какая высота? Наши зрители любят точность. Поточнее, скала эта возвышается на 450 метров над Мертвым морем. И эта скала стоит отдельно от всего окружающего. Отделяет ее глубокие ущелья. На вершине скалы плато шириной 300 метров и длиной 650 метров. Оно заканчивается крутыми обрывами почти со всех сторон. А еще скала омывается двумя пересыхающими потоками воды. Бен-Яир с запада и Масада с востока. При постройке крепости и использовали этот защитный феномен такой вот природной изолированности. Идеальнейшее место для крепости. О Массаде написал древний историк Иосиф Флавий в книге «Иудейская война». Крепости посвящено целых 3 главы этой книги. И хотя не все, что им написано, всегда можно считать достоверным, раскопки здесь все же подтверждают его рассказ. Укрепление на вершине скалы было построено в 1 веке до нашей эры. Именно здесь Ирод Великий спрятал свою семью под защиту гарнизона, когда воевал с парфянами и отправился в Рим за покровительством в 40 году до нашей эры. И он не забыл об этом месте. Став царем Иудеи, Ирод Великий по-новому и на свой вкус строит роскошное убежище для себя и для своей семьи. На этом макете мы видим Северный дворец. Дворец был возведен в 3 яруса на 3 естественных выступах скалы. И верхний уровень возвышался над нижним на 30 метров. Вот здесь видите вот эту перепад высот. А вот отсюда, от обзорной площадки, открывается прекрасный, чудесный вид на северо-западный берег Мертвого моря и на величественные горы Иудейской пустыни. Мы как раз находимся сейчас вот в этом месте, в самой северной точке. Это потрясающее сооружение по своему размаху и инженерному решению. Ну и возникает вопрос, а почему, собственно, Ирод свой главный дворец построил здесь? Есть на это веские причины. Ну, первое стратегическое. Под дворцом находится водохранилище. Это самое главное. Это теневая сторона, и она не подвергается солнцепеку. А также здесь постоянно дует ветерок, что весьма приятно. А еще весьма приятно покормить почти ручных скворцов Тристрама. Я назвал этих наших спутников по Масаде Яша и Гриша. Вот вкусные сделали. Спасибо. Здоровья, кушайте. На протяжении всех съемок они нас сопровождали. А может, это были не они, а их сородичи. Пойди разбери, кто есть кто в птичьем мире.
Наши Яша и Гриша получили в награду за верность арахисовые палочки и изюм. Отсюда, с террасы верхнего уровня, говорят, что это были личные покои самого Ирода. Мы отлично видим оставшиеся части среднего яруса дворца. Попасть туда нельзя, но получить некоторое представление об этой части дворца можно вот так, сверху. Диаметр внешнего круга стены более 15 метров, а внутреннего круга 10 метров. Во время раскопок дворца пространство между ними было заполнено фрагментами колонн и капителей, на которых держалась крыша. Чтобы добраться к самому великолепному нижнему ярусу дворца, нужно преодолеть серьезный спуск. По пути встречается бассейн для ритуального омовения – миква. Мы видим оставшиеся колонны и коринфские капители. Такие капители, покрытые золотом, венчали каждую из колонн этого зала. Внешние стены были оформлены в стиле стуко. Это техника штукатурки, напоминающая мрамор. Внутренние стены расписаны фресками с рисунками геометрических форм и мрамора. Титул «Великий» был присвоен Ироду уже после его смерти историками за размах его строительства, роскошь его двора и за политическую ловкость. Но титул не содержит нравственной оценки этого правителя, ведь он был коварен, жесток и порочен. Хотя вряд ли правители того времени были намного лучше. Просто написано о них оказалось меньше. Но это так, небольшое дополнение.
Я захожу в здание бани. Ирод был страстным поклонником римских бань. И вот это помещение, в котором я нахожусь, называется палестра, то есть помещение для гимнастических упражнений. Вот этот замечательный макет устройства римской бани в крепости Масада. И как раз помещение палестра, где мы с вами находимся, примерно где-то вот в этой части. Мы видим ряд колонн, вон там остались следы от колонн. Далее уже, собственно говоря, можно было пройти в помещение бани другие. Замечательный макет, иллюстрирующий нам особенности римской бани в крепости Масада. А сейчас мы заходим в раздевалку. Раздевалка называлась аподиториум. Богато украшена, обратите внимание, здесь даже остались в этой комнате фрески. В виде геометрических фигур была украшена раздевалка. В бане в этой имелся и фригидариум небольшой. Фригидариум – это холодный бассейн, и тепидариум – теплый бассейн. А также имелась сауна, кальдариум. Сейчас мы ее рассмотрим. А это, так сказать, сухая сауна или кальдариум. Здесь очень четко как раз таки видно система двойного пола, называется гиппокауст. Вот из этой печи нагнетался теплый или горячий даже воздух, который проходил под полом и, соответственно, нагревал верхнюю часть пола. Также вот здесь мы очень четко и хорошо видим по трубам также поднимался теплый воздух и прогревал полностью все стены. Таким образом, здесь прогревался и пол, и стены. Ну и наверняка многие себе задают уже вопрос, а что это за черные такие линии, что это за граница? Это действительно граница между реконструкцией, то, что вверху, это уже историческая реконструкция, а то, что под черной линией этой границы, это, собственно говоря, исторические постройки. Вы наверняка задаетесь вопросом, а где же вода? Ведь вода – это первое, что необходимо для жизни. А здесь вам и бани, и бассейны. Так где же вода? Сейчас увидите, как была решена система водоснабжения крепости. Когда семья Ирода укрывалась в этой крепости в 40 году до нашей эры во время войны с парфянами, под защитой гарнизона, они ведь чуть было не погибли от жажды. И лишь чудо, можно сказать, пошли дожди, наполнены ямы и расселены, что спасло семью Ирода, в общем-то, от гибели. И он этого не забыл. И, естественно, водоснабжение было приоритетной задачей. Ирод успешно справился с этой задачей. Ведь для него не было слова «не могу». Было слово «хочу» и все. И было достаточно денег, средств и рабов, соответственно. Этот макет замечательно нам продемонстрирует систему водоснабжения крепости Масада. А вообще ее обнаружили в 1905 году. Были здесь же выстроены плотины, а тщательно учитывалась топография местности. Чтобы направлять воду по двум искусственным каналам. А по ходу движения воды в скале на 2 уровнях были прорублены 12 водосборников общей вместимостью 40 тысяч кубометров воды. Плотины отводили дождевую воду в эти искусственные каналы. По этим каналам вода поступала в водосборники. Оттуда вьючные животные поднимали воду в водосборники на вершине горы. И вот сейчас Лариса покажет, как примерно дождевая вода могла собираться по вот таким акведукам. Воды в кране не оказалось, и к нам на помощь пришла семья туристов-израильтян. תסתכלו על המים, לאן הם הולכים? בתוך הברון. תסתכלו. והנה הם מגיעים לבור. לא טוב. הנה, הם נכנסים הם לבור. מתפזרים בין הבורות. מתפזרים בין הבורות. נעימים, אה? אם את תביאי לי קצת. А сейчас мы спускаемся в огромное водохранилище в южной части на вершине скалы. На дно водосборника ведет лестница из 64 ступеней. Несколько слоев прочнейшей штукатурки, покрывающей его стены,
видны до сих пор. Мы спустились в самую большую цистерну крепости Масады. И вот Лариса нам показывает, какие размеры по отношению к человеку. Вы видите, это совершенно колоссальные объемы. Невероятные. И еще здесь хорошая акустика. Камень для строительства добывался здесь же, и оштукатуренные бывшие каменоломни становились водосборниками. Кто самый смелый у нас? Яша, лети сюда. Давай, хорошенький. Этот самый обжора, первый. Дай. На, молодец. Положи ему, а то он стесняется. Стесняется. На, кушай. Ой, хороший. Вот он, кукурузные хлопья, сердечко взял. В Масаде нашли 3 колумбария. Что такое колумбарий? Это попросту голубятня. Так вот это одна из самых больших. В ней выращивали голубей и, похоже, использовали не как почтовых, а в пищу. Видите эти ячейки? Голуби просто сидели как в гнездах вот в таких вот красивых домиках. Царь Ирод любил голубей. Об этом писал Иосиф Флавий. А я люблю вот этих скворцов. Яша хороший. Ну, мой мальчик хороший. Яшенька. Эти прямоугольные сооружения – остатки складских помещений. Это 29 складов, в которых хранились пищевые запасы и оружие. Я сейчас захожу в одно из складских помещений. Иосиф Флавий, описывая Масаду, восхищается и удивляется огромным количеством съестных припасов, а также степенью их сохранности. Он говорит, что продукты сохранялись десятилетиями. Еще склады были заполнены провизией при Ироде, а повстанцы, когда зашли сюда через несколько десятков лет, они все нашли в таком виде, как будто бы только вчера заполнили продукцией эти склады. Здесь были и масло, и хлеб, финики, стручковые, а также были всевозможные изысканные продукты, например, такие как рыбный соус, который стоил очень дорого. Это такой кулинарный изыск. И археологи нашли даже сосуды с остатками костей от этого рыбного соуса. Так что Иосиф Флавий не просто так восхищался этими складами, а также здесь было большое количество оружия на 10 тысяч человек. И припасы меди, олова, железа и так далее. Иосиф Флавий также пишет, что, возможно, все это хорошо сохранялось из-за свойств, определенных свойств воздуха на вот такой вот высоте. Возможно, он и прав. Сейчас вы услышите о событии, которому нет аналогов. Здесь, в Кувшине, на протяжении 2000 лет мирно лежали несколько семян иудейской финиковой пальмы, которая исчезла более 1000 лет назад. Семена нашли в 1963 году. 40 лет они находились в университете. Они побывали в Цюрихе на радиоуглеродном анализе, который подтвердил их принадлежность той эпохи. В 2005 году 3 из них высадили в почву, предварительно семена обработав. А через 8 месяцев, просто нереально, но факт, одно из зерен проросло. У дерева даже есть имя – Мафусаил, так звали библейского долгожителя. А через 3 года деревце достигло 2-метровой высоты. Именно тогда я видела его в кибуце Кетура на юге страны. В 2011 году дерево пересадили в грунт, и оно зацвело. Тогда и узнали, что это дерево мужского пола. На современной пальме женского пола в 2015 году уже удалось получить плоды. Работа продолжается, и уже проросли еще 2 женские пальмы, зовут их Юдив и Анна. А есть еще и Адам, Иона, Уриил и Воос, выращенные также из зерен, найденных на раскопках. В Масаде было несколько дворцов.
Это западный. Вот он. Посмотрите, какие внушительные размеры. Западный дворец – самое обширное строение на территории крепости. Его площадь 3700 квадратных метров. Здесь были и личный покой царя, и тронный зал, и большой зал для приемов, а также многочисленные мастерские и складские помещения. Была здесь также небольшая баня, и это сохранившиеся мозаики Западного дворца. Мозаика Западного дворца Ирода, уцелевшая, поражает своей красотой. И один раз в 2008 году мне удалось увидеть золотую мышку прямо на вот этой мозаике. Сейчас я вам покажу фотографию. И эта мышка, но не эта, а кто-то из ее потомства, чудесным образом появилась у нас на пути. Смотрите, какая хорошенькая. Это комната судьбы или комната жребия. Здесь были найдены 11 остроконов. Здесь решалась судьба последних защитников крепости. И сейчас мы, собственно, об этой трагедии крепости и расскажем именно здесь, в этой комнате. Сейчас вас ждет рассказ о последних защитниках этой крепости, иудейских повстанцев под предводительством Элиезера бен Яира, и о трагедии, которая произошла здесь более 2000 лет назад. В 67 году нашей эры Массаду заняли сикарии, радикально настроенная партия, которая и возглавила антиримское сопротивление. Название сикарии произошло от слова сика – короткий кинжал. Они его носили, скрывая в складках своей одежды. А ведь это были выходцы из Верхней Галилеи, известная из крепость Гамла, не так ли? Да. И они сюда пришли со своими семьями, сопротивляясь римлянам, и это стал их последний оплот защиты. Уже пал и был сожжен Иерусалим. А защитники крепости Массада все еще держались. Шел 73-й год нашей эры. У подножья крепости расположились солдаты 10-го римского легиона под командованием Флавия Сильвы. На протяжении нескольких месяцев 8000 римских воинов стояли вокруг крепости лагерями. Таких лагерей было 8. Вы видите один из них почти прямоугольной формы. Выстроив окружную блокадную стену и полностью отрезав повстанцев от внешнего мира, римляне приступили к сооружению колоссального по размерам насыпного осадного вала с западной стороны крепости, по которому намеревались подкатить осадные тараны. Мы стоим напротив так называемой точки прорыва. Римляне испытывали невероятные сложности с подвозом продовольствия и воды. Тысячи рабов прокладывали дороги, таскали землю и бревна для сооружения осадного вала, насыпаемого в ущелье с запада от крепости. На этой насыпи, поднятой, согласно историку Иосифу Флавию, аж на 100 метров, римляне построили 25-метровую осадную башню с мощным тараном, уравнявшего ее с крепостной стеной, и что и позволило им, в конце концов, расшатать ее и пробить брешь. И этот осадный вал прекрасно сохранился до наших дней. И по тропе, проложенной через него, можно подняться с запада в здание крепости. Когда исход событий уже был всем ясен, Элиезер бен Яир убедил полной драматизма речью не сдаваться на милость победителя и погибнуть свободными людьми. Было решено совершить массовое самоубийство. Каждый воин собственноручно перерезал горло своей жене и детям. А затем были выбраны по жребию 10 исполнителей, которые умертвили всех мужчин, защитников крепости. Вот эти 11 остроконов
с написанными именами, причем это имена известные в истории, и также эти остроконы были написаны одной рукой. Вот они были найдены здесь, в этой комнате, которую назвали комната судьбы, комната жребия. Затем они подожгли все ценное, кроме продовольствия, чтобы не подумали римляне, что голод подстегнул их к убийству. И, наконец, 1 из 10, также выбранный по жребию, умертвил остальных, поджег крепость и пал на свой меч. А на утро, когда римляне вошли в крепость, они были просто поражены увиденной картиной. Так вот, 15 апреля 1973 года погибли последние защитники Масады. Спаслись только 2 женщины с 5 детьми, которые укрылись в одной из пещер. Они рассказали о том, что произошло. Очень страшная кровавая история. 960 погибших по свидетельству Иосифа Флавия. Имеет ли эта история вообще аналоги в мире? Но Иосиф Флавий – это единственный источник, рассказавший об этом. Сегодня есть разные оценки действиям защитников крепости Масада. Некоторые люди воспринимают их как слабость, некоторые придерживаются противоположной точки зрения и считают их отважными героями, проявившими мужество. Так или иначе, древняя крепость Масада и ее потрясающая история, особенно после полномасштабных археологических раскопок, стали символом национального героизма еврейского народа. Есть среди руин крепости и остатки древней синагоги, которая была изначально построена еще царем Иродом, а затем перестроена повстанцами во главе с Элазаром бен Яиром, строго соблюдавшими еврейский закон. Вместе с синагогой они обустроили многочисленные ритуальные бассейны для омовения, миквы, по территории всей крепости. Римляне совсем покинули крепость Масада в 111 году, и целых 3 столетия крепость пустовала, пока в V веке сюда не пришли византийские монахи. Здесь они обустроили монастырь отшельников, предположительно это был монастырь Марда в Иудейской пустыне. Церковный историк Кирилл Скифопольский упоминает преподобного Ефимия Великого, который в 420 году пошел по южной пустыне вдоль Мертвого моря к горе под названием Марда, где нашел обрушившийся бассейн с водой и, отремонтировав его, остался там. Он питался найденными им растениями, был первым, кто построил здесь церковь и жертвенник в ней. В V веке вершину этой скалы с остатками крепости облюбовали византийские монахи. Они основали здесь небольшой монастырь и жили здесь практически почти 100 лет. После них уже никого здесь не было. И только в начале 19 века сюда прибыли первые американские исследователи, которые нашли руины крепости Масада.
Хороший мальчик, Яшенька, давай. Гриша, иди сюда, Гриша. Гришенька, мой хороший мальчик. Я их кормлю изюмом прямо в интерьере церкви византийских православных монахов 5 века. Иди сюда, Яшенька. Яшенька, давай, мой хороший мальчик. Поближе подойди, ложь. Гриша, иди сюда. Гриша, хороший, Гриша, давай. Жадный, хочет набрать побольше. Мама, иди. Где ты, давай. Не хочет. Наелся? Иди. Ты серенькая головочка, наверное, девочка. Иди сюда, молодая. Вот так. Дорогие друзья, надеемся, вам понравилось это историческое путешествие в далекое-далекое прошлое. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала. Мы благодарим тех, кто уже это сделал. Будьте здоровы, счастливы и благополучны. До свидания. До следующих встреч на следующей неделе. Уже несколько раз в марте мы приходили сюда, в пустыню, чтобы проверить замечательные темные ирисы. И, наконец, они расцвели. И вот они, самые темные ирисы Израиля. Называются ирисы Атрафуска или ирисы галаадские. Подобного рода цветки можно встретить как в пустынях Израиля. Мы вот сейчас находимся в Иудейской пустыне в окрестностях Иерусалима. Также в пустынях Иордании. Они немного меньше по размеру своего собрата из Нетании, который мы недавно показывали, ирис аргамант, но тоже чрезвычайно красивый, бывает от темно-коричневых до больше фиолетовых цветков. Это большая семья. А еще эти цветы источают тонкий аромат. Также представляем по просьбе нашей зрительницы Натальи Федотовой ароник палестинский в живой природе Иудейской пустыни. Или как еще называют этот эндемик, растущий на Левантийском побережье Средиземного моря, черный кал или лилия Соломона, или капюшон священника.